Представители знака зодиака Рак. Здравствуйте, мои дорогие. Таро расклад. События ближайшего будущего. События ближайших дней. Таро на неделю с 19 по 25 августа. Давайте узнаем, что подскажут карты, как они видят, какие энергии на этой неделе для вашего знака зодиака. Я же вас хочу пригласить на свой сайт. Я оставлю ссылки в описании под видео, где у меня есть и гороскопы. Есть гороскоп до конца 2024 года, именно планетарный для всех знаков зодиака. Есть, безусловно, и по транзитам самым разным, которые, как Лилит, черная луна в весах, будут продолжаться еще очень долгое время. Или как Хирон в знаке зодиака, Овен, символ израненного целителя. Есть и видео по этим темам, поэтому для тех, кому интересно, переходите, читайте. Я думаю, мои статьи и видео будут вам чем-то полезны. Ведь когда мы даже смотрим расклады Таро, каждый из нас думает о своем. Но то же самое, наверное, когда мы читаем что-то. Мы перекладываем на свою ситуацию. Итак, неделя. Что для вас будет означать или что важно знать, может быть, сфера жизни, которой придется уделять больше внимания. Чего не избежать или неожиданности. Чему сейчас не время или какие энергии вам могут помешать? Что же будет вам помогать, что вас будет радовать? Что скрыто? Такую карту достанем. Может быть, и вы чему-то не придаете значения. И по основным сферам жизни: дела, работа, бизнес. Энергия денег, финансы смотрим. Личная жизнь, как видят карты. Достанем карту совет. Что же будет важно? Семья, любовь, эмпатия, радость. Есть, значит, в любом случае. У кого-то попросту вы в отпуске и можете больше времени проводить с семьей. Для кого-то это, даже если вы один или одна, может означать, ну, где-то отчасти приятные контакты с каким-то конкретным человеком, когда вы будете наполнены эмпатией, приятными эмоциями. Для кого-то может быть и дружба, которая была прежде, которая перерастает в нечто большее. Почему нет? Есть и, может быть, радость по решению конкретных вопросов, по документам, по контрактам. Здесь больше позитива на эту неделю вам говорят карты, и поэтому радуйся, приглашают к радости и к более приятным эмоциям, мои дорогие. Быть оптимистом на этой неделе определенно стоит. Неожиданности – это ваша собственная карта. В неожиданностях может быть разве что ожидание или какая-то неспешность. Или, может быть, если ваш партнер или человек, который рожден, как вы, под знаком зодиака стихии воды, это рыба, может быть, и скорпион, или имеет асцендент, ну или как вы, раки, то какие-то новости могут быть. Или новости от родственников, от близких, или какие-то общие вопросы, которые вы будете решать. Но это карта любящего человека, и с учетом десятки кубков какие-то приятности, может быть, или вопросы в части решений по вашей личной жизни. Давайте посмотрим, чему сейчас не время. Но все-таки серьезный аркан, колесо фортуны, это старший аркан, это карта перемен. И вы знаете, здесь мы чего-то не можем отменить. Единственное, если нам карта выпадает в позиции, чему сейчас не время. Не время надеяться, что что-то изменится само. Да, перемены есть, они будут, но тогда не думать, что какой-то вопрос как будто подойдет к решению сам по себе. Видимо, от ваших каких-то решений или правильной оценки ситуации будет тоже что-то зависеть. Конкретно не отдай судьбу на волю случая. Вот о чем нам говорят карты. Будьте внимательны. Что же вас будет радовать? Ну, нечего добавить, у вас сильная позиция. Но это сильный человек, который действительно должен проявить свою дипломатию. Обратите внимание, карта сила, прекрасная дева, держит на короткой цепочке льва. Лев – прообраз нашего эго. Держите эмоции на коротком поводке, нам конкретно говорит карта. Это карта великого манипулятора, поэтому, где-то эмоции могут помешать. Правильная оценка ситуации, сильная позиция.
правильно распределить свои силы. Для кого-то и так, для кого-то из вас страсть, мои дорогие. Или есть человек, которому вы испытываете это сильное чувство. Мои дорогие девочки, это вы будете очень притягательны для противоположного пола. Для кого-то может проиграться и так. Для всех абсолютно, мои дорогие представители знака зодиака Рак, действительно, добрая неделя, благополучная. И я понимаю, меня смотрят люди в разных странах и разная обстановка. Но, значит, для себя сделать что-то хорошо и правильно в любом случае на этой неделе возможности есть, и у вас сильная позиция. Что скрыто? Не торопись. Приведи мысли в порядок. Мы складываем оружие по этой карте, мы ни с кем не спорим. Мы уходим от какой-то конфронтации, мы эту силу дозируем очень расчетливо и правильно. И несмотря на то, что сильная позиция, здесь нам показан тот воин, который отдыхает. Примите это к сведению. Поэтому не время конфронтации, не время конфликту, не время что-то доказывать, а как раз сложить оружие. У кого-то отойти от каких-то, ну, таких, может быть, и отношений, которые вас не вдохновляют. У кого-то может быть и так. Вопрос вы будете решать, потому что какая-то ситуация достигла пика, и вам уже хочется отдохнуть. Или от какой-то неопределенности, или когда вам попросту что-то надоело. Иногда эта карта говорит просто конкретно: удели внимание своему телу, своему отдыху. Уставшие люди делают ошибки, помни об этом. Не торопись в принципе куда-то. И две карты, ну, таких более медленных действий или какой-то даже остановки. Поэтому привести мысли в порядок определенно стоит для того, чтобы какой-то вопрос решить. Или позволить, ну, как-то на этой неделе больше наблюдать за разворачивающимися событиями. Да, все контролировать, безусловно, но не совсем форсировать. Как будто и оставить на волю случая судьбу мы не можем. И когда выпадает колесо фортуны, нужно держать вот эту рулетку судьбы ближе к центру. То есть контролировать ситуацию ежеминутно, причем в деталях, чтобы, видимо, если что-то идет не так, вы вот эту силу могли, ну, буквально ваши какие-то возможности применить в нужный момент. Не просто распылить на что-то менее значимое, а вот именно в нужный, как в нужном пункте, в моменте здесь и сейчас. Вот где-то такое значение, оно может подразумеваться. Поэтому, но и про себя не забыть, потому что отдохнуть определенно для вас есть смысл, как будто есть, видимо, и усталость. Дела, работа, бизнес. У кого-то поездка, или ваша, или приезд человека к вам, у кого-то новая стратегия по труду, или по вашей занятости по этой карте, может быть и переезд куда-то далеко. Для кого-то банально в отпуск, а для кого-то это более что-то значимое. И у нас впереди тот период, когда осенью многие будут определяться по части места жительства, кто-то может даже по части и гражданства. То есть самые разные вопросы могут быть. И дела, работа, бизнес. С тем, что вы задумали, мои дорогие. Вы можете оформлять документы или готовить какие-то документы, узнавать, как работает в отношении вас закон, потому что вы какой-то словно путь себе высший запланировали или какое-то дело, которое вы хотите определенно осуществить. Но это карта мужества, когда у нас мужества хватает идти вперед, поэтому что-то вы не должны оставить. Или вот нам карта говорит, к чему-то прикладывать усилия все-таки стоит, что-то продолжать стоит. Не ожидать, что вопрос решится сам, и мужество где-то потребуется. И если есть такая фраза «продолжай», или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Поэтому даже если какой-то вопрос решается медленно или что-то становится на паузу, это не значит, что это не состоится. Нет, это просто как искусство мелких шагов. Вам следует продолжить. Ведь эта карта, кстати, заслуженного успеха. Шестерка мечей. Так она называется. Пусть в другой колоде. То есть это тот успех, который не на данной неделе, не в данный отрезок времени, который придет позже, который вас будет и вдохновлять, и радовать. Это как какие-то ваши будущие победы, которые в
формируются уже в деталях на этой неделе. Финансы. Что-то может ускоряться, могут приходить сами по себе финансы, могут быть какие-то документы по части финансов, имущества, и что-то вы не можете отложить на потом. Может быть и финансовый какой-то вопрос. По 8 жезлов есть понятие такое, как и трансформация, момент перехода, или что-то вы не можете сказать, что нет, я подумаю об этом завтра. Куй железо пока горячо, нам говорит карта. И здесь у каждого какая-то своя денежная ситуация, позиция. Может быть, вот эта карта колесо фортуны и говорит: не отдай свою судьбу на волю случая, и где-то это будет пересекаться с финансами. Могут быть в других каких-то вопросах паузы, остановки, но есть определенно какой-то пункт на этой неделе, который для кого-то из вас пересекается именно с деньгами. И вы не можете здесь проблагодушествовать. Нужно все держать под контролем. Карта скорости. А может быть, это конкретно документ, который финансовый, или вам приходится обращаться в банк, согласовывать какие-то документы. Может быть, для кого-то необходимо изучить какие-то договоры, и вы с учетом 4 мечей будете искать недостающую информацию или обращаться к юристу, к адвокату, чтобы знать наверняка, как в последующем будут для вас или что будут означать подписанные вами документы. Вот есть какая-то рациональность на этой неделе. Личная жизнь. 5 мечей. Вы правда можете быть с кем-то не согласны. Вверху у нас карта силы и захочется настоять на своем. Карта называется первая победа, когда если мы устроим конфронтацию, мы ничего не добьемся. Нас эта победа попросту не будет радовать. Поэтому сохраняйте свои позиции. Буквально эта карта больше как совет звучит. Сохраняй свои позиции. Ты или позиции, или принципы скорее. Ты не должен менять свои принципы, как бы прогибаться под доброе отношение кого-либо другого. Но ты не должен устраивать конфликт. Какое-то среднее арифметическое, и правда, 4 мечей. Мы складываем оружие. Это то, что скрыто. И поэтому, если вы не будете в какой-то конфликт связаны или втянуты, это вам потом будет со знаком плюс. Когда двое, допустим, ссорятся или имеют какой-то конфликт, не обязательно, ведь это, кстати, может быть ситуация в личной жизни. Это может быть ваша личная ситуация на работе, когда вы банально входите в кабинет, и работа для вас тоже очень важна, а двое как будто там или обсуждают руководителя, или идет какой-то спор. И вот для вас, если вы уйдете буквально сразу из этого кабинета, конкретно вам это будет помогать. Вам впоследствии не поставят вину, что вы были невольным слушателем, или эти двое не перевернут как-то ситуацию. Вот переложите на себя. Ведь какая-то подобная ситуация тоже может быть. Как будто потом вы никому ничего не докажете, понимаете? Берегите себя. Действительно, не ввязывайтесь в какие-то конфликты или в какие-то споры, в какие-то распри. Вам буквально помогает, когда вы так вот держитесь немножко обособленно и думаете, занимаетесь своими делами. У вас сильная позиция. Не нарушьте ее из-за этой первой победы. Совет. Вот правда, вам нужно держать. 5 пентаклей – это всегда карта недостатка. Так вот, вам 2 вещи нужно держать под контролем. Финансы – раз. И второе – это недостаток как бы взаимопонимания. Поэтому с кем-то придется договариваться. Ну, держать этот эмоциональный баланс, гармонию, равновесие, быть дипломатом или где-то серым кардиналом. Благоприятные карты, но вот как-то в каких-то интересных таких неоднозначных энергиях проходят, по мнению карт, эта неделя. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.